В этот раз в рамках цикла о главных сражениях между животными различных эпох мы расскажем о Триасовом периоде. Этот период стал первым в мезозойской эре, эпохе господства динозавров. В нем уже более ярко, чем в предыдущих геологических эрах, развернулась эволюционная гонка вооружений. В воздухе, на суше и в океанах появились первые ящеры, некоторые из которых были хищными, другие — травоядными. Первые активно охотились на вторых и параллельно конкурировали друг с другом за верхние ступени пищевой пирамиды. В этом выпуске мы попробуем осветить наиболее интересные и драматичные противостояния этого времени. Подписывайтесь на наш канал, и тогда вы сможете первыми узнавать о выходе новых роликов. Также мы призываем наших зрителей активнее делиться своим мнением о работе создателей канала и поддерживать нас при помощи лайков. Это позволит продвинуть ролики по алгоритмам площадки и даст возможность увидеть их другим любителям науки по всему миру. Начался Триасовый период примерно 251 миллион лет назад, и продлился он почти 50 миллионов лет. В самом его начале появилась такая разновидность ящеров, как архозавры. Но к концу периода появились настоящие динозавры и первые птерозавры. Правда, окончание этого периода ознаменовано очередным массовым вымиранием. Оно, конечно, было не настолько крупным, как предыдущее, пермское, но и на границе Триасового и Юрского периодов многие виды живых существ исчезли с лица Земли. Год в Триасовом периоде делился всего на 2 сезона. Первый был сухим и жарким, а второй — влажным. Во время засушливой половины года водоемы пересыхали, и многие территории превращались в настоящие пустыни. Вторую половину землю заливали постоянные ливни. Природа расцветала, вокруг водоемов появлялись густые заросли. Среди растений преобладали в основном голосеменные. В основном это были хвойные, цикадовые и гинка. Также появилось большое количество новых видов папоротников. В морях Триаса появились новые виды фораминифер — одноклеточных амебообразных существ, помещенных в раковину. Также появились шестилучевые и достоверные 8-лучевые кораллы. Среди рыб стали преобладать акуловые и цельнокостные лучеперы. Также в водоемах Триасового периода можно было встретить таких уникальных ящеров, как пахиплеврозавры. Эта разновидность нотозаврид не вырастала в длину более 1 метра. Вид, давший название отряду, обитал на территории современных Италии, Румынии и Швейцарии. Их вытянутое тело с длинной шеей и мощным хвостом было прекрасно приспособлено для плавания. При этом строение уха этих ящеров говорит о том, что они воспринимали звуки, идущие над поверхностью воды. Питались они, как и другие нотозавры, рыбой и мелкими морскими животными. Нотозавры были одними из основных морских хищников начала Триасового периода. И конкурировали за звание главного океанского хищника они в основном между собой. Конечно, серьезными соперниками для них были и хищные рыбы, наподобие акул. Самые крупные нотозавры вырастали до 6 метров. Обитали они практически по всему миру. Останки этих животных находят в России, Китае, Израиле, Северной Африке и других регионах. Также на мелководьях можно было встретить таких существ, как плакодонты. По строению ранние представители этого подотряда больше походили на сухопутных животных. Но постепенно их хвост приобрел плоскую форму, конечности превратились в ласты.
Некоторые из 20 известных видов плакодонтов обзавелись костным панцирем. Этот элемент делал их похожим на черепах. Самые крупные из плакодонтов вырастали в длину до 2,5 метров. Питались они в основном моллюсками и ракообразными. Но самые настоящие морские сражения развернулись ближе к концу триасового периода. В это время в морях и океанах нотозавры постепенно сменились новыми рептилиями – ихтиозаврами и плезиозаврами. И те, и другие сменили сухопутный образ жизни на водный. Обе разновидности оказались идеально приспособленными к охоте на рыбу и других морских обитателей. Но рассвет обеих разновидностей пришелся уже на следующий, юрский период. Поэтому подробнее о противостоянии ихтиозавров и плезиозавров мы расскажем в следующем выпуске. По сравнению с предыдущим пермским периодом, в воздушном пространстве Триаса жизнь просто кипела. До великого пермского вымирания настоящими летунами были только насекомые, а более крупные животные только пытались освоить планирующий полет с дерева на дерево. Сейчас же в воздухе носились не только насекомые, но и большое количество летающих ящеров – птерозавров. Конечно, основной их пищей была рыба и те же самые насекомые. Но не исключено, что в борьбе за место под солнцем птерозавры сражались и друг с другом. Среди наиболее известных летающих ящеров триасового периода можно выделить следующие виды. Эвдиморфодон. Этот примитивный птерозавр обитал на территории современной Италии в период от 208 до 210 миллионов лет назад. Размах его крыльев не превышал 1 метра. Питался он в основном рыбой. Для этого в его пасти имелось 2 вида зубов. Острые клыки ближе к кончику клюва и трехгранные мелкие зубы в его основании. Австриодактиль. Некоторые ученые считают этого птерозавра родственным эвдиморфодоном, но большинство исследователей выделяют его в отдельный род. Как можно понять из названия, обнаружен он на территории Австрии. Проживали эти птерозавры здесь примерно 215 миллионов лет назад. Размах крыльев австриодактиля достигал 120 сантиметров. Также он отличался костным гребнем на клюве и длинным хвостом. Питейнозавр. Название этого небольшого насекомоядного птерозавра дословно переводится с греческого как «летающая ящерица». Размах его крыльев составлял не более 60 сантиметров. Питейнозавры отнесены к самой распространенной группе птерозавров – доморфодонам. Это значит, что у него наблюдается ярко выраженное разделение зубов по форме и назначению. Только у питейрозавра имелось не 2, а 3 вида зубов. Приандактиль. Это был еще более ранний и еще более мелкий вид птерозавров. Обнаружены его останки также в Италии, в долине Прион. Их возраст составляет около 228 миллионов лет. Размах крыльев приандактиля составлял не более 45 сантиметров. Питался он рыбой и насекомыми. Кстати, если говорить о насекомых, то в триасовом периоде развитие этой группы живых существ было очень интенсивным. В течение всего периода появилось большое количество видов сетчатокрылых. В середине периода своего расцвета достигли жесткокрылые и полужесткокрылые, стрекозы и паденки. В самом начале периода не было наземных жуков, хотя до пермского вымирания они были широко представлены по всей планете. В конце периода появился такой крупный отряд насекомых, как двукрылые. Также появились перепончатокрылые насекомые. Правда, во время триасово-юрского вымирания многие виды насекомых исчезли.
Характерными для триасового периода были насекомые из отряда Титаноптер. Правда, за этот период они успели не только появиться, но и вымереть. На сегодняшний день ученым известно 46 ископаемых видов этих прямокрылых. Известно, что эти насекомые были хищными. Они проходили развитие с неполным превращением. Сейчас такой механизм характерен для стрекоз. Их голова по форме и строению была похожа на голову ранних богомолов. Передние лапки были приспособлены для хватания. Также они, в отличие от других прямокрылых, умели издавать звуки при помощи трения одного крыла о другое в сложенном положении. Звуковой аппарат современных представителей этого надотряда устроен немного по-другому. Вполне вероятно, что сами титаноптеры, как и прочие насекомые триасового периода, служили пищей для первых лягушек. Одним из первых видов этих существ считается триадобатрах. Эта лягушка родом с Мадагаскара имела длину до 10 сантиметров. Примечательно, что именно это существо не является прямым предком современных бесхвостых. Череп триадобатраха был широким и по строению близким к современным бесхвостым. Но его тело было несколько более вытянутым за счет большого количества позвонков. Также у этой ископаемой лягушки был небольшой хвост. Но основной интерес в плане противостояния разных видов животных для нас представляют обитатели суши. В начале Триаса доживали свой век представители пермского периода – синапсиды. В это время можно встретить таких животных, как листрозавр и плацериас. Также в начале Триасового периода появился новый вид синапсид – триноксодон. Это небольшое существо жило в норах и охотилось на насекомых и мелких животных. Но именно его потомки стали победителями в эволюционной гонке. Триноксодон по многим признакам был похож на рептилий, но у него уже наблюдались черты, присущие млекопитающим. Он и ему подобные животные стали переходной формой и дали начало развитию группе существ, к которым относится и человек. Но самыми успешными животными к окончанию триасового периода стали динозавры. И если животные пермского периода являются визитной карточкой соответствующего региона России, то исследованием Триаса может гордиться Аргентина. Именно здесь были найдены самые ранние динозавры. Также в этой стране даже есть парк триасового периода – Талампайя. И некоторые экспонаты этого парка как раз изображают сражения между динозаврами. Например, одной из центральных композиций парка является нападение зупайзавра на крупного завропода колорадизавра. Зупайзавры обитали в Южной Америке в конце Триасового и начале Юрского периодов. По своему строению это были классические тероподы средних размеров. Их отличала длинная гибкая шея и вытянутая узкая пасть. Длина тела этих ящеров по разным оценкам составляла от 4 до 6 метров, а масса могла достигать 250 килограммов. Первая часть названия зупайзавра была взята из языка одного индейского племени, населяющего данную территорию. На их языке так обозначался злой дух или дьявол. Соответственно, его имя означает «дьявольский ящер». Название же колорадизавра произошло от местности, где его обнаружили. А нашли останки этого и многих других триасовых динозавров в формации Лос-Колорадос в одноименной провинции. Колорадизавр является классическим длинношеем завроподом. Только в Триасе они еще не достигли таких гигантских размеров, как в последующих периодах эпохи динозавров. Длина его тела составляла всего около 7 метров. В той же местности был обнаружен другой завроподовый динозавр.
Он получил свое имя в честь знаменитого популяризатора палеонтологии Дональда Лессема. Открывший его ученый Хосе Бонапарте дал ему имя лессимозавр. Длина тела этого завропода могла достигать 9 метров. Еще один растительноядный завроподоморфный динозавр из триасового периода был обнаружен в провинции Ла-Риоха. Благодаря этому он получил название риохозавр. Он является одним из самых ранних обнаруженных завроподов. Его останкам от 210 до 220 миллионов лет. Несмотря на многие схожие с более поздними представителями этой группы черты, у риохозавра имеется одно существенное отличие. Последние исследования его скелета показали, что этот динозавр передвигался не на 4, а на 2 ногах. Все описанные выше завроподы могли служить добычей зупайзавров или его родственников. Но кроме хищных тероподов в Аргентине триасового периода проживали и другие крупные хищники. В парке Талампайя представлена фигура 10-метрового крокодила морфа – фасолозуха. Этот монстр одновременно является родственником как крокодилов, так и динозавров. Также в триасовом периоде были распространены такие существа, как архозавры. Они, скорее всего, и стали предками настоящих динозавров. В аргентинском парке триасового периода представлен такой уникальный зверь, как логозух. Из-за своих скромных размеров, всего 40-50 сантиметров, он получил имя, означающее «крокодил размером с зайца». Примерно в одно время с ним на территории США проживал другой архозавр – десматозух. Он имел длину до 6 метров и высоту в 1,5 метра. Весил этот архозавр до 1 тонны. Его спина была покрыта костным панцирем и защищена шипами. Есть мнение, что именно эти существа стали предками анкилозавров. Возможно, такая броня была необходима для защиты от крупнейшего хищника Северной Америки того времени – пастозуха. Этот хищный архозавр мог вырастать в длину до 4-5 метров, а в высоту – до 3 метров. Весить такой гигант мог до полутонны. Кроме десматозухов, его пищей могли быть такие рептилии, как трилофозавр и трипотаракс. Первое животное напоминало внешностью и повадками большую игуану. В длину они вырастали до 180-250 сантиметров и были растительноядными. Типотараксы внешне напоминали варанов или крокодилов, но при этом были травоядными. Их длина составляла около 2,5 метров, а масса – до 100 килограммов. В качестве защитного механизма типотараксы обзавелись костной броней с небольшими шипами вдоль боков и в основании хвоста. Но такая защита была не очень эффективна против крупных хищников. А в Шотландии в период с 227 до 237 миллионов лет назад проживал другой примитивный архозавр – орнитозух. Несмотря на то, что его имя означает «крокодил-птица», это был основной хищник своего региона. Его длина составляла до 4 метров, а по строению черепа и зубов он напоминал тираннозавра или торбозавра. Из-за этого его долгое время считали предком всех тираннозаврид. Основной добычей орнитозуха были гиперопидоны. Эти небольшие рихнозавриды встречались как в Европе, так и в Африке и обеих Америках. Длина их тела составляла до 130 сантиметров. Были они растительноядными и питались семенными папоротниками. Для этого они использовали свой крупный клюв. Также у гиперопидонов было неплохое зрение и слух. Эти инструменты могли использоваться для защиты от хищников. Считается, что причиной их вымирания стало исчезновение источника питания.
Их противники, орнитозухи, как и другие архозавры, тоже не пережили триасово-юрское вымирание. Еще одним плотоядным динозавром из Аргентины триасового периода был эодромей. Этот мелкий хищник, длиной до 120-177 и ростом до 50 сантиметров, весил от 5 до 12 килограммов. По своему строению это был классический ящеротазовый теропод. Он отличался проворностью и мог развивать приличную скорость бега. В сущности, его имя и переводится как «ранний бегун». Конкурентом таким хищникам, как эодромей, вполне мог быть масситогнат. Это животное размером примерно с современную лису относилось к цинодонтам, развитым синапсидам. Подобные звероящеры были теплокровными и покрытыми шерстью, но при этом масситогнаты откладывали яйца. Характерным признаком этих животных было функциональное разделение зубов. Их у масситогнатов было 3 вида. На данный момент подобные животные считаются основными предками млекопитающих. Это значит, что на длинной временной дистанции они выиграли сражение за вершину пищевой пирамиды у древних рептилий. Но эволюция не стоит на месте. Поэтому, возможно, в будущем рептилии или какие-то другие животные свергнут млекопитающих, а вместе с ними и людей с трона повелителей планеты. Мы благодарим зрителей, которые досматривают наши ролики до самого конца. Если вы хотите более подробно узнать о показанных в этом выпуске существах, советуем посмотреть другие материалы, представленные на канале «Эпоха динозавров». В них рассказывается об эволюции разных видов животных, населявших нашу планету в разное время. Также в наших видеороликах затрагиваются темы экологии и взаимоотношений человечества и природы.